Глава 426. Мерзость. Самуил был не только главным экспертом религии некромантов, но и высокопоставленным экспертом в Зеленом городе. Даже если великий старейшина карликов Кларк лично бы сделал ход, ему пришлось бы заплатить цену, чтобы победить Самуила. Навыки жреца-некроманта были зловещими и беспощадными. Люди не могли защититься от этого, поэтому никто не смел недооценивать эту религию. Но что произошло сейчас? На действующего городского лорда все смотрели свысока. На этого невероятного молодого человека. Он действительно убил Самуила, и весь бой был очень коротким. Он был не более первого уровня царства истинного духа, и он пересек 2 уровня, не заплатив никакой цены, почти подавив жреца 3-го уровня истинного духа. Он больше не мог быть описан просто как гений, этот человек превзошел здравый смысл, достигнув уровня монстра. Несколько тысяч карликов были свидетелями этого сражения. Человек, посланный эльфийским королем, не был пустой тратой. Хотя его сила не имела большого значения в Вечном лесу, с его боевой силой он мог войти в первую десятку экспертов Зеленого города. Не говоря уже о том, что он был так молод, и в будущем он наверняка окажется на уровне старых монстров в Вечном лесу, Шуи Чутянь не остановился. Не говоря уже о том, что люди еще не оправились от шока. Чутянь рванул вперед с бесконечной мощью, превратившись в свечение меча, которое пронеслось через нескольких некромантов. Их тело не могли защититься от этой атаки, и пламя мира пустоты мгновенно поглотило их тело. «Убейте! Убей его!» Жрецы-некроманты заревели ярости. Глаза Чутяня снова побелели, а его тело задрожало в воздухе. Он прыгнул вперед, мгновенно исчезнув и телепортировавшись в центр некромантов. Пространственное движение. Чёрт! Гигантский меч сверкнул. Несколько десятков некромантов исчезли как бабочки, уничтоженные огнем. Некроманты, охранявшие храм, были элитами религии нежити, но Чутянь убил так просто, словно он рубил капусту, несколько жрецов-некромантов начали петь, и неподвижные горгульи, сидящие на корточках в храме, начали оживать. Все они захлопали крыльями и внезапно атаковали Чутяня. Горгульи были марионетками, тщательно созданные некромантами, подобными марионеткам Вуду и защитникам зеленой религии. У каждой горгульи была сила, не уступающая демоническому зверю в 9-м слое пробужденной души, а на их телах были выгравированы смертоносные массивы и проклятия, поэтому враги того же уровня были бы в невыгодном положении против них. 300 горгулей были пробуждены, мгновенно образовав группу с очень ужасающей боевой силой, 300 горгулей раскрыли свои крылья, и внезапно вспыхнул пепельно-серый свет, мгновенно покрывший большую площадь. Когда трава была покрыта этим светом, она была разъедена сильной силой проклятия, мгновенно превращаясь в серый камень. Проклятие окаменения. Это была энергия проклятия, которая могла напрямую превращать живые существа в камень. Чутянь совсем не пострадал и быстро прошел через этот свет. Он послал еще одну атаку, которая вырубила нескольких некромантов, в результате чего другие некроманты отступили, потерпев поражение. Они быстро попытались дать отпор, и могилы вокруг храма открылись, когда трупы, покрытые швами, начали подниматься из них. Как будто под ними был источник, они внезапно выскочили из-под земли. Это были монстры, образованные зашитыми трупами и превращенные в трупы инь. Хотя они были довольно медленными, они были заполнены ядами и проклятиями, поэтому у них была потрясающая боевая способность на близком расстоянии. Хотя они не были такими жестокими и гибкими, как горгульи, их было более 1000, Чутянь полностью пренебрег плотной толпой зомби и поднял меч, чтобы разрезать еще одного некроманта пополам. Эти некроманты, которые использовали энергию смерти. Эти неживые монстры, которых боялись люди. На самом деле он считал их всех травой. Несколько сотен некромантов и более 1000 монстров нежити, но они все еще не могли помешать Чутяню атаковать. Убей его. Быстрее убей его. Горгульи испускали пурпурно-черную энергию, и 2 полосы молнии исходили с обеих сторон, окружив Чутяня. В конце концов, атаки горгулий не попали в Чутяня, а прошли сквозь него и поразили друг друга. 2 горгульи были взорваны. Зомби посылали огненные шары, лопасти ветра, сосульки, ядовитые стрелы и ядовитые дротики, но Чутянь увернулся от них всех, уходя из этой области плотных атак. Атаки проходили прямо сквозь него, словно попадали в воздух, не способные причинить Чутяню никакого вреда. Чутянь использовал побег пустоты, в то время как его тело было покрыто светом. Даже если некроманты воспользовались бы шансом пробить предел техники побега пустоты, из-за защиты тела священного света эти проклятия, ослабляющие заклинания и заклинания коррозии не могли повлиять на Чутяня. Атаки этих различных энергий никак не могли навредить Чутяню. Убить, передохнуть, убить снова и передохнуть снова. Чутянь, используя только свой меч, проложил путь, прежде чем повернуть назад, чтобы снова убить. Его серию атак было невозможно остановить, и несколько дюжин некромантов пали от его меча, включая 2 жрецов-некромантов.
Несколько десятков горгулей были разбиты и более 100 зомби были уничтожены, но у Чутеня до сих пор не было и царапины. Не говоря уже о некромантах. Даже карлики были переполнены шоком. Этот парень не был человеком. Они никогда не видели, чтобы кто-нибудь так спокойно проходил через такое поле атак и не был ранен вообще. Вместо этого он уничтожал вражескую сторону, у которой вообще не было возможности сопротивляться. Карлик нерешительно спросил: «Великий старейшина, если все некроманты будут мертвы, члены нашего клана, ситуация не может быть изменена, мы можем думать только о другом способе ее решения», — беспомощно приказал Кларк. «Сначала давайте уйдем, поговорим после того, как позаботимся о храме религии нежити». Хотя он не был ранен, он использовал большое количество духовной энергии. Атаки Чутеня постепенно становились слабее, и карлики наконец присоединились к битве. Только один Чутянь отправил многих некромантов в полет, и теперь, когда все карлики присоединились к битве, у них даже не было возможности сбежать. Они прямо ворвались в храм. Несколько сотен некромантов были убиты. Остальные беспомощно отступили в храм, прежде чем открыть фиолетовый барьер, выигрывая им немного времени. «Разве ваша пестрая команда не хотела, чтобы я умер?» Чутянь был немного измотан, но его глаза были несравненно ужасающими, наполняя некромантов страхом. «Сейчас время убивать меня, почему же вы прячетесь как черепахи?» Храмовый барьер был довольно прочным. Возможно, его нельзя было открыть за короткий промежуток времени. Но теперь это не имело значения, эти некроманты уже не могли убежать. «Слушайте внимательно, это ваш последний шанс выжить». Раздался глубокий голос Кларка. «Немедленно дайте нам метод, чтобы спасти членов нашего клана, иначе мы превратим вас всех и этот храм в пепел». Ха. Жрец-некромант взорвался от смеха. «Ты действительно думаешь, что мы скажем тебе? Зеленый город и карлики обречены на погибель, это место и так станет областью смерти. Мы просто вступим в объятия бога пустоты на шаг раньше, в то время как вы все будете страдать в бездне боли и отчаяния». Эти парни все еще были такими высокомерными. «Глупый человек, ты правда думаешь, что мы проиграли?» Жрец-некромант повернулся, чтобы посмотреть на высокий алтарь позади него. «Сейчас я позволю тебе испытать то, что называется настоящим ужасом». Чутянь показал удивленное выражение. Была странная аура, исходящая из храма религии нежити. Несколько алтарей и статуй взорвались, и большое количество запечатанной энергии смерти было выпущено, что вызвало бурю смерти в храме религии нежити. Когда разразилась эта буря, весь храм покрылся трещинами и трясся, как будто он собирался взорваться. Выражение Кларка изменилось. Такая мощная энергия смерти, а они хотят самоуничтожиться. Быстро отступаем. Нет, не отступайте, это своего рода ритуал. Чутянь крикнул Кларку и остальным: нужно остановить их. Слишком поздно. Ритуал закончился быстрее, чем ожидал Чутянь. Удачливые выжившие некроманты были разорваны во время шторма, и окружающие части зомби были также сметены. Бесчисленные кусочки плоти быстро собрались в центре, и, наконец, словно головоломка, соединившиеся вместе, образовали 8-метрового монстра. Что это за вещь? Все карлики были ошеломлены. Этот 8-метровый монстр был сформирован из нескольких сотен трупов, собравшихся вместе, и его гигантская голова состояла нескольких голов, сжатых вместе. Его плечи, грудь и живот были похожи на человеческие лица, руки и тело, слитые все вместе. Это было собрание нескольких десятков обид, ненависти и власти некромантов. Это был монстр с добавленными в него трупами более 100 воинов. Это была большая гора плоти, стоящая в темноте и испускающая шокирующую ауру. Мерзость. Выражение лица Чутеня изменилось. Мерзость была нежитью высокого уровня. Обида, ненависть, намерение убить и энергия смерти были объединены в одно тело, создавая так называемую мерзость. Это был монстр, собранный и не сформированный естественным путем. Из-за особой черты нежитей, когда в одном теле их было собрано большое количество, энергия в их телах могла быть объединена без какого-либо отторжения. Поэтому для культиваторов, которые использовали энергию смерти, мерзость была очень простой в использовании марионеткой. Сила мерзости не была установлена, она в основном зависела от используемого материала. Несколько обычных трупов инь могли быть использованы для формирования мерзости, но этот вид мерзости не был бы таким сильным. Теперь, когда несколько некромантов и более 100 неслабых зомби собрались вместе, чтобы сформировать мерзость, это стало просто катастрофой для Зеленого города. Эта мерзость не только собрала энергию материалов, но и позволила им использовать их техники. Справиться с чем-то подобным определенно было непросто. «Кларк», — сказала мерзость, когда несколько ртов по всему телу открылись, — «ты принял глупое решение. И именно из-за этого решения ты будешь погребен вместе со своим городом». Этот голос был очень тяжелым, наполняя любого, кто его слышал, страхом.
Кларк действительно боялся, но не самой мерзости, а говорящего. Правильно, это были не слова мерзости, потому что мерзость не имела разума. Был кто-то, кто контролировал мерзость издалека, и теперь этим человеком манипулировал этим монстром. Не нужно было догадываться, кто, он был уверен, что это был Лич. Лича не было в Зеленом городе, но он использовал мерзость, чтобы общаться с ним. Глава 427. Самоуничтожение. Мерзость была сформирована несколькими некромантами, так что в ней находилось около 10 экспертов Царства Истинного Духа. Некроманты выпустили энергию смерти, хранящуюся в храме в течение многих лет, чтобы создать эту мерзость, так что это было очень большой потерей для религии нежити. Но чем больше цена, тем больше выгода. Сила этой мерзости была близка к 5-му слою Царства Истинного Духа. С этим уже было трудно иметь дело, но он также был под контролем Лича. Это означало, что тот, кто контролировал тело и силу мерзости, был сам Лич. После того, как мерзость обрела такое сознание, она могла использовать различные секретные техники. Это увеличивало боевую силу мерзости в несколько раз. Донг, 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 мерзость сделала несравненно тяжелые шаги. Когда каждый шаг падал, карлики чувствовали, как дрожит земля. Мерзость на самом деле бежала очень быстро. Даже если бы перед ней была гора, она могла бы легко разрушить ее. Остановите его. Кларк и жрецы Зеленой религии выпустили свои атаки, когда земля внезапно взорвалась. Несколько больших бревен вылетели из земли, и на каждом бревне были выгравированы руны. Они соединились и образовали энергетический массив с мерзостью, стоящей прямо в центре. Она остановилась на секунду, прежде чем начала терять энергию. Это было только начало. Вышли бесчисленные виноградные лозы, и большое тело мерзости было свернуто, как маленький холм. Эти лозы крепко затянуты, и давление, которое они выпускали, было достаточно, чтобы даже разрушить железо. Тело мерзости постоянно сжималось, но оно не было раздавлено. Это показывало, что тело мерзости было как минимум в несколько раз тверже железа. Быстро убейте ее. Даже если бы мерзость была сильной, это все равно было одно существо, а одно существо всегда было ограничено. Кларк работал со священниками Зеленой религии, чтобы запечатать ее, в то время как другие карлики немедленно вытащили свои луки, чтобы атаковать ее. Дрожащее тело мерзости начало выпускать пепельно-зеленый ядовитый дым. Они были очень быстры и в одно мгновение окружили мерзость стрелами, и мерзости уже не было видно. Мерзость была очень сильной, но в конце концов сила одного монстра была ограничена, а здесь было несколько тысяч карликов. Может ли мерзость бороться со всеми этими людьми одновременно, даже если бы она была настолько сильной, когда карлики собирались еще раз атаковать? Мерзость издала низкий рев. Чутянь чувствовал, что внутри мерзости накапливается очень мощная энергия смерти, поэтому он быстро остановил карликов. Отступаем. Мерзость была покрыта черным слоем энергии смерти. Эта энергия начала распространяться вокруг нее, и везде, где эта энергия шла, все становилось цвета черного обсидиана. Земля, растения и живые существа. Там даже были маленькие черные кристаллы, которые также образовались в воздухе. Была небольшая группа карликов, которые не смогли вовремя отступить и были мгновенно окутаны этой энергетической волной. В конце они превратились в обсидиановые статуи, и на их лицах застыло удивление и шок. Эта атака убила несколько десятков карликов. Кларк впал в неконтролируемый гнев, мерзость произнесла ледяным голосом: «Сила Зеленой религии всего лишь посредственна, а теперь взгляни на мощь нашей религии нежити». Мерзость продолжала стремительно идти вперед. Все начало менять свои цвета, превращаясь в мертвые вещи, сделанные из обсидиана. Карлики быстро отступили, и никто не осмелился встретиться с этой мерзостью в лоб, этот монстр был слишком силен. Мерзость не обращала никакого внимания на обычных карликов и прямо атаковала Кларка. «Умри, Кларк». Когда Кларк почти столкнулся с этой неистовой силой, его голова была покрыта холодным потом. Это плохо в этот решающий момент. Чутянь поднял свой меч, но он не целился в мерзость, а скорее на статую внутри храма религии нежити. Мерзость почувствовала, движение Чутяня и ее намерение убить мгновенно было выпущено. С ревом ярости она отпустила Кларка и напала на Чутяня. Слишком поздно. Чутянь сломал статую одним ударом. Мерзость начала дрожать, словно у нее были судороги. Чутянь посмотрел на нее с холодной улыбкой и сказал: «Даже с самым сильным божественным сознанием и техникой невозможно управлять марионеткой с такого расстояния. Пока среднее связующее разорвано, я хочу посмотреть, как ты будешь и дальше вызывать проблемы. Человек, я действительно недооценил тебя, но ты думаешь, что это закончится вот так просто?» Тело мерзости начало раздуваться, как воздушный шар.
Это плохо, оно хочет самоуничтожиться. Выражение лица Чутеня упало. Лич начал процесс самовзрыва. В мерзости была такая мощная энергия, и если бы она взорвалась, последствия были бы ужасными. Глаза Чутеня мгновенно испустили зеленый свет, и более чистая жизненная энергия, чем даже сила зеленой религии, упала на мерзость. Это немедленно начало замедлять энергию смерти внутри нее. Быстро всем отступать. Кларк закричал, когда карлики начали бежать. С большим звуком взрыва. Вся область покрылась черным обсидиановым веществом. Чума в этот раз вспыхнула в зеленом городе без какого-либо предупреждения, и пострадали около 40-50 тысяч человек, большинство из которых были карликами, и большинство из них были детьми или взрослыми с низким уровнем развития. В основном это были слабые люди. У тех людей, которые были заражены, их тела становились зелеными и черными, и их конечности становились слабыми, большинство из них впало в кому. Это явно отличалось от нормальной болезни. У большинства карликов было достойное совершенствование, поэтому таким симптомам было очень трудно проявить себя быстро. «Должен быть источник этой чумы для одновременного поражения такого количества людей», сказал Кларк с крепко сморщенными бровями. «Мы искали источники в пище и воде, но не было никаких признаков загрязнения. Мы не нашли никаких следов источника инфекции, но все больше и больше людей заражаются. Даже сейчас мы не нашли местонахождение источника». Чутянь кивнул, когда начал осматривать пациента. Это была маленькая девочка, которая была ростом менее метра. Она уже впала в кому, и ее зубы продолжали стучать, издавая звук цок, цок, цок. Под этой светлой белой кожей можно было увидеть выступающие зеленые и черные вены. Очень высокая температура, очень быстрое сердцебиение. Чутянь положил руку ей на лоб и внимательно оценил ситуацию в ее теле. Первое предположение Чутяня не было ошибочным, это была не биологическая инфекция, а скорее от темной энергии. Когда темная энергия входила в живое существо, она постепенно меняла их. Это был так называемый демонификационный ответ, но это не демонизация, а другой заданный шаблон. Это было как проклятие, которое постепенно меняло существо. Чутянь вытащил талисман и нарисовал на нем массив, прежде чем мягко положить его на голову маленькой девочки. Серо-черная аура мгновенно вылилась из ее тела. Кларк быстро спросил, увидев это: «Ты что-то нашел?» «Это должна быть аура упыря», — сказал Чутянь. По моим оценкам, в течение 2 дней, если загрязняющая энергия не сможет быть очищена, пострадавший человек превратится в упыря. Это должен быть заранее обдуманный план. Кларк был шокирован. Что? Превратиться в упырей. Упыри были наполовину мертвыми монстрами, в которых живые существа могли напрямую трансформироваться. У них был низкий интеллект, и их было легко контролировать, они обладали бесконечной силой и были очень жестокими. Некромантам или культиваторам со специальными техниками совершенствования нравилось пользоваться этими вещами. Они были сильнее скелетов или зомби. Они были пригодны для выполнения немого труда и подходили для того, чтобы быть пушечным мясом. Кларк думал о том, как десятки тысяч членов его клана превратятся в упырей, и он немедленно впал в неконтролируемый гнев. Эти проклятые некроманты. Есть ли способ вылечить это? Действующий городской лорд, вы должны спасти мою дочь. Действующий городской лорд, пожалуйста, спасите моего старшего брата. Все карлики быстро окружили Чутеня. Хотя карлики всегда смотрели свысока на людей, даже великий старейшина Кларк не мог видеть сквозь это проклятие. В конце концов, человек решил эту ситуацию, ясно продемонстрировав, что у этого человека есть навыки. Все послушайте меня. Карлики замолчали, и Чутянь объяснил всем, заражение всех этих людей сразу произошло не через еду или воду. Я подозреваю, что некроманты создали крупномасштабный массив и хотят заставить большое количество энергии смерти течь в зеленом городе. Более слабые люди были заражены раньше времени, и это просто предзнаменование. Если мои догадки не ошибочны, большое количество энергии уже заполнило небо над зеленым городом и может быть извергнуто в любой момент. Что? Может ли случиться нечто подобное? Чутянь объяснил. Некроманты хотят превратить зеленый город в загрязненный город смерти, превращая всех живых существ здесь в нежить и заставляя все растения увянуть, наполнив почву здесь аурой смерти. Таким образом, вечный лес не примет такую землю, и другие державы также не примут такое место, что приведет к разрушению зеленого города. Загрязнить весь лесной город — это действительно возможно. Лесные города не были похожи на место, в которых жили люди. С такой огромной площадью, как у лесного города, сколько энергии потребовалось бы, чтобы загрязнить все это, Чутянь временно не знал, как Лич сделал это, и мог только объяснить это так. После того, как Чутянь вышел из своей практики за закрытой дверью, он почувствовал, что зеленый город был покрыт слоем неописуемо странной атмосферы.
Теперь он мог сказать, что это была какая-то энергия, которая была под контролем. Растения в зеленом городе еще не пострадали. Это означало, что эта энергия контролировалась, а более слабые карлики автоматически загрязнялись. Сделать что-то подобное было непросто. Сначала нужно было найти сильный источник энергии, и нужно было обладать невероятными навыками. Этот лич был нелегким противником, и у него действительно были некоторые навыки. Не нужно беспокоиться, я сделаю все возможное, чтобы быстро вылечить всех, но это не решит корень наших проблем. Нам нужно быстро найти преступника. Пока мы убьем этого проклятого лича, мы сможем полностью вылечить эту чуму. Глава 428. Руины смерти. Поскольку они нашли это вовремя, эти карлики все еще могли быть спасены. Однако, поскольку их было слишком много, было бы очень трудно вылечить их всех, ведь нужно было собрать материалы и создать лекарства. У них не было времени на это. Кто может гарантировать, что ситуация в зеленом городе не станет хуже за это время? Чутянь подумал о маленькой лисе. Способность этого маленького парня была очень полезна прямо сейчас. Он может поглотить энергию смерти в телах жертв, что спасет немало неприятностей. Не говоря уже о том, что если они сразятся с религией нежити, эта лиса стала бы очень важным секретным оружием. Этот малыш казался вполне обычным. Но на самом деле он был величайшим врагом нежити, он родился от трупного короля лиса. В древней гробнице 10-тысячного трупа, даже если он встретит тысячелетнего трупного монстра, маленькая лиса сможет высосать пламя его души. Нужно было знать, что тысячелетний трупный монстр был не слабее эксперта царства истинного духа, но маленькая лиса могла подавить его, когда только родилась. Теперь, когда он вырос, его сила должна быть намного сильнее. Если бы Чутяню помогала маленькая лиса, этот план с большей вероятностью был бы успешным. Когда Деларес вернулась в клан Лис, чтобы пригласить маленькую лису, она также передала новость о делах религии нежити всем. Все большие племена узнали об этой ситуации, и они хотели, чтобы большие племена выслали немного своих сил, чтобы помочь. Спустя некоторое время Деларес пришла с маленькой лисой. Великий жрец лисьего клана послал 200 призывателей, которые были последователями религии демонического бога и должны были служить великому демоническому богу. Маленькая лиса в настоящее время наслаждается этой сценой. Он был защищен большим количеством членов клана Лис каждый день. Это обращение было намного лучше, чем его жизнь с Чутянем. Мы с уважением приветствуем демонического бога. Несколько сотен членов клана Лис опустились на одно колено. Маленькая лиса была в центре внимания, когда она подошла. Кларк и другие жрецы зеленой религии были ошеломлены. Эта маленькая лиса, так называемый демонический бог. Согласно тому, что сказал Чутянь, это должен быть его питомец. Религия демонического бога была местной религией, и их сила не была плохой. Теперь они рассматривали питомца Чутяня как духовного бога, это было действительно немыслимо. Великий старейшина, эта маленькая лиса действительно способна помочь. Правильно, почему я не чувствую никаких энергетических колебаний, исходящих от нее? Было бы трудно поверить в это, независимо от того, кто смотрел на это. Чутянь уже ушел, поэтому они не могли не высказать свои сомнения. Они просто наблюдали, как призыватели религии демонического бога очень преувеличенно сопровождали маленькую лису. Там было несколько прекрасных лисиц, которые высоко поднимали маленькую лису. Маленькая лиса подняла лапы и потрясла своим белоснежным мехом. Его глаза скользнули по пациентам на носилках, прежде чем он сделал большой вдох. Карлики были ошеломлены. Движения маленькой лисы вызвали изменения энергии во всей долине. Где это было похоже на дыхание этой лисы, размером всего с ладонь, это было похоже на дыхание гигантского кита. Несколько тысяч пациентов слегка подергивались, когда следы слабой черной энергии просачивались из их пор. Эта энергия собралась в воздухе, образовав гигантский шар из черного пламени. Внутри него накапливалось все больше и больше энергии черного дыма, и чем он меньше, тем мощнее он был. Великий старейшина, посмотрите на это. После того, как маленькая лиса высосала эту энергию из тел пациентов, бессознательные карлики начали приходить в себя, и их лица постепенно становились румяными. Это эффективно, это действительно эффективно. Эта лиса действительно невероятна. Большинство этих карликов были детьми, поэтому, когда их семьи видели это, они были тронуты до слез и благодарны. Они почти опустились на колени перед маленькой лисой. Деларес пробормотала: «Это сила господина демонического бога». Господин демонический бог все еще только ребенок. Члены клана Лис были очень взволнованы. Этот потомок демонического бога был еще ребенком, и в будущем он вырастет в существо, не уступающее своему предку. Маленькая лиса потратила полчаса, прежде чем, наконец, вытащила всю энергию из тел пациентов.
Черный огненный шар в небе был уже твердым, как свинцовый слиток. Если бы он упал, возможно, он создал бы большую дыру в этом регионе, и высвобождение такого количества энергии смерти было бы достаточно, чтобы убить всех живых существ в пределах нескольких сотен метров. С загрязнением такой мощной энергией. Как эти люди не могут быть затронуты? Маленькая лиса открыла рот, чтобы превратить энергию в струю воды, которая полностью текла в рот маленькой лисы, из-за чего его маленький живот выпирал. Он похлопал по своему круглому животу и через некоторое время вернулся обратно. Маленькая лиса махнула лапой. «Да, ваше превосходительство, демонический бог». Деларес почтительно поклонилась и пошла вперед, чтобы объявить всем: его превосходительство, демонический бог, сказал, что с этими людьми все будет в порядке. Вы можете забрать их и привести следующую партию. Долина была мгновенно переполнена. Бесчисленные карлики были переполнены благодарностью. Маленькая лиса не просто спасла этих детей, она спасла всю расу карликов в зеленом городе. Маленькая лиса радостно покачивала хвостом, полностью наслаждаясь чувством поклонения. Его хозяин был по-настоящему бесполезен, ему нужно было вызвать его ради такого маленького дела. Одна группа за другой. Маленькая лиса вылечила их всех. Но во время этого процесса все больше и больше людей в зеленом городе заражались, и у маленькой лисы не было времени лечить их. Эти недавно зараженные люди были в неопасном периоде, поэтому, пока не уничтожат главного зачинщика, все придет в норму. В замке городского лорда. Маленькая лиса была доставлена в зал для переговоров в окружении своих поклонников. Чутянь сидел в самом верху зала для переговоров, Кларк сидел слева, а Деларес держала маленькую лису справа от себя. Все остальные сидели в двух разных рядах. Маленькая лиса использовала свою мощь, чтобы спасти десятки тысяч людей, поэтому теперь клан Лис поклонялся ему еще больше, и многие карлики считали его своим спасителем. Маленькая лиса только что показала свои навыки зеленому городу, и ее уважали даже больше, чем действующего городского лорда. Лис, после того, как мы не виделись всего пару дней, кажется, что ты стал еще толще. Чутянь прищурился и посмотрел на этого парня. Я думаю, что клан Лис должен быть несчастным, чтобы прокормить тебя. Маленькая лиса грубо плюнула на землю и подняла средний палец Чутяню, или, точнее, средний коготь. Эта лиса теперь является господином демоническим богом, которому поклоняются десятки тысяч людей. Преподношение ему — это дань уважения, что ты понимаешь, это весьма хлопотно. Лиса становилась все более и более безудержной. Теперь даже Чутянь терял контроль над ним. «Не трать время, есть еще одна работенка для тебя», — посмотрел на него Чутянь. «Место обитания Лича определенно находится в соседнем южном лесу, быстро найди его для меня». Когда разразилась чума, мы уже отправили разведывательные команды, но мы не смогли найти никаких подсказок. Кларк немного волновался. «Ты уверен, что сможешь его найти?» Стоило ли спрашивать? Маленькая лиса выплюнула божественное око и вселила в него свое божественное сознание, начав поиск. Глаза Чутяня постепенно стали золотистыми, что было цветом силы божественного сознания. Он связал свое божественное сознание с лисой, и теперь Чутянь мог видеть все, что видела маленькая лиса. Южный лес был в серьезном упадке, и бесчисленные тысячелетние древние деревья, казалось, умерли за одну ночь. Вокруг было большое количество демонов и местных трупов, которые были загрязнены некой энергией, которая в настоящее время трансформировала их. Вскоре эти живые существа превратятся в большую армию нежити. Такое загрязнение определенно не может быть достигнуто за один день. Некроманты, должно быть, давно к этому готовились. «Стоп, это прямо там!» Внезапно закричал Чутянь. «В этой долине есть барьер, скорее всего, это здесь. Лис, проверь там». Чутянь проверял долину. Поскольку он чувствовал ауру барьера, Чутянь мог сказать, что внутри было что-то странное. Хотя картинка была заблокирована, из-за большого количества энергии смерти это не могло обмануть Чутяня и маленькую лису. Маленькая лиса двинула божественное око в своей руке и прямо проникала через барьер, когда на ее линии видимости появились большие серые фигуры. Эти алтари были размещены в соответствии с рисунком на земле, и они переплетались в большой массив. Вокруг алтарей танцевали несколько сотен некромантов в серых одеждах. Эти алтари, казалось, были установлены на каких-то руинах. Это объяснило бы источник мощной энергии. Лич, должно быть, использовал энергию, содержащуюся в руинах, чтобы напасть на зеленый город, что позволило ему создать такой сильный эффект. Мы уже нашли логово Лича, глаза Чутяня вспыхнули резким светом, но по их внешнему виду я вижу, что их церемония уже достигла финальной стадии. Всего через несколько дней зеленый город наполнится энергией смерти и превратится в область вечного разложения. Окружающим районам также не выжить. У нас мало времени. У всех были выражения ужаса на лицах. Никто не думал, что ситуация будет такой серьезной.
Шаманы просто хотели уничтожить зеленый город, но некроманты были еще более экстремальными. Они хотели загрязнить весь зеленый город и уничтожить всех живых существ здесь. Они хотели превратить город в место, где могли жить только некроманты и нежить. Весь зеленый город столкнулся с ситуацией жизни и смерти. На этот раз они не просто нуждались в армии карликов, они также нуждались в помощи всех местных сил. Также было бы лучше позвать Луза и дать шаманам шанс исправить то, что они сделали. Что было внутри этой долины, Чутянь чувствовал, что источником энергии смерти на самом деле были очень древние руины. Лич использовал эти руины, чтобы построить этот барьер, а также использовал энергию нежити внутри руин, чтобы попытаться уничтожить зеленый город. Эти руины определенно непросты. Говоря об интенсивности энергии смерти, она не уступала древней гробнице 10-тысячного трупа и, возможно, даже была в несколько раз богаче. Иначе было бы невозможно разрушить такой большой и богатый аурой зеленый город. Прозвучало устройство связи Чутяня. «Вивиан, в чем дело?» Он быстро поднял трубку. «Я сейчас очень занят, я перезвоню тебе позже». «Старший брат Чутянь, подожди». Голос Вивиан донесся из устройства связи. Старшая сестра Цинву сказала, что трупы инь, которые ты очищаешь, закончены. Олдман не нуждается в них прямо сейчас, и у тебя нет никаких помощников в зеленом городе, поэтому мы готовимся разместить трупы инь в космическом складе для твоего использования. Ты должен помнить, чтобы использовать их. Что? Чутянь был немного удивлен, но он сказал удовлетворенным голосом: «Хорошо, это очень вовремя. В настоящее время мне как раз не хватает боевой силы». Глава 429. Начало атаки. Внутри долины вокруг были серые пики, а в центре был странный конический алтарь. Наконечник был похож на сверло длиной в 10 метров, вставленное в землю, и все это было сделано из темных кристаллов с ярко-красным контуром из рун. Жрец-некромант в серой одежде и с открытыми руками сидел со скрещенными ногами в воздухе над алтарем и повторял заклинание. Массив под сценой светился темно-красным светом, и из земли были извлечены волны энергии. Энергия распространялась во всех направлениях от этого алтаря и хранилась в башнях смерти повсюду. Там было несколько сотен башен смерти, содержащих очень страшную энергию. Жрец-некромант медленно опустил руки, и обе его руки были как засохшие ветви. Лицо внутри плаща было мертвецки бледным и сухим, со слоями пурпурной кожи, прилипшими к его черепу. В его глазах горело голубое и пурпурное пламя нежити. Не было никаких сомнений. Это было не живое существо, это был настоящий лич. У увядшего лица лича не было никаких выражений, и на самом деле оно не могло выражать никаких выражений. Для лича изменение настроения было очень трудным делом, и он даже забыл, как чувствовать любые эмоции. Для нормального живого существа 2000 лет достаточно, чтобы сделать кого-то старым и уставшим. Не говоря уже о личе, у которого не было ощущения осязания, обоняния, зрения, слуха и каких-либо желаний. Он уже забыл, каково это жить, и с того момента, как он превратился в лича, он был обречен потерять инстинкты живого существа. Все, что он делал сейчас, было ничем иным, как способом извлечения выгоды для себя, который уже глубоко проник в его душу. Он выполнял приказы как машина. Лич, живший 2000 лет, давно потерял свою человечность и был обречен следовать одной лишь навязчивой идее. Пустое тело лича было освещено лунным светом, и бесчисленные сложные песнопения вышли из его рта. Башни смерти вокруг него внезапно начали дрожать, и после взрыва несколько сотен башен высвободили свою энергию. Приливная волна энергии смерти, похожая на извержение вулкана, взмыла в небо, прежде чем превратиться в темные облака, покрывающие все вокруг. «Господин, энергия в этих руинах слишком сильна, она просто неисчерпаема». Жрец-некромант тихо сказал личу: «Для нас не будет проблемы использовать эту энергию для создания большого количества нежити. Пока мы соберем определенное количество энергии и отправим ее в зеленый город, эти глупые карлики мгновенно умрут. Тогда зеленый город станет вашей территорией, и никто не сможет конкурировать с нами. Этот человек придет». Лич заговорил, но точнее, он не открыл рот, потому что человеческие органы лича больше не работали, поэтому, естественно, у него не было голосовых связок, с которыми можно было бы издавать звуковые волны. Лич использовал свою духовную энергию, чтобы заставить воздух вокруг него дрожать, создавая эффект, похожий на речь. Это требовало очень высокого уровня контроля духовной энергии, и обычные совершенствующиеся могли изучать это в течение нескольких десятков лет и все равно не достичь такого контроля. Однако для такого бессмертного существа, как Лич, использование времени для решения проблем не было проблемой. Его голос не был похож на голос живого существа, и это был сухой звук, издаваемый трением. Он был резким и грубым и не имел ни малейшей жизненной силы. Жрец-некромант с пренебрежением сказал:
Это просто обычный человек, почему мы должны заботиться о нем? Лич не объяснил, но он понимал в своем сердце. Этот человек совсем не был обычным, он прожил 2000 лет, и его видение было гораздо шире простых смертных, поэтому он отдал приказ: отправь всех и заблокируй армию Зеленого города. Всего через 48 часов церемония будет завершена. Я надеюсь, что никто не помешает. Да. Лич был существом с абсолютным авторитетом в сознании жреца-некроманта, поэтому никогда не будет никого, кто сопротивлялся бы или сомневался в приказах Лича. На рассвете в центральном поле в Зеленом городе собралась армия из 100 000 человек. Здесь собрались великий старейшина карликов и верховный жрец зеленой религии Кларк, жрец религии демонического бога Деларес, минотавр Арнольд, шаманский жрец Лус и различные вожди племен. Из-за того, насколько острой была ситуация, у них не было времени собрать больше людей. Но если армию этого масштаба из леса хаоса отправить в южную летнюю страну, боевой мощи этих сотен тысяч человек было бы достаточно, чтобы уничтожить армии южного летнего имперского региона. Наши приготовления готовы. Мы просим действующего городского лорда отдать приказ. Атмосфера была очень серьезной. Эти люди уже знали, что исход этой битвы связан не только с городом, он затронет несколько сотен миль леса и даже повлияет на выживание членов их кланов. Они могли только выиграть и не имели права проиграть. Чутянь двинулся вперед, ведя 18 безмольных фигур. Эта сцена сделала людей немного ошеломленными. Разве этот ребенок не был всегда одинок? Откуда взялись эти 18 человек? Хотя они никогда не видели этих 18 человек, когда они стояли рядом с Чутянем, давление, похожее на гору, охватывало их. Им трупы божественной крови долгое время очищались в божественной крови, поэтому, естественно, они возродились от их кожи до костей, от их плоти до костного мозга, все это было усовершенствовано. Мало того, что они обладали защитой высококлассных методов совершенствования, у них также была неразрушимость духовных богов. У трупов божественной крови уже не было слабых мест. Будь то природные энергии воды, огня, ветра и земли или энергии грома, которые боялись монстры нежити, трупы божественной крови имели сверхсильное сопротивление. Даже если бы они были разрезаны пополам или их головы были разбиты на куски, этими атаками, которые обычно были фатальными даже для монстров нежити, было бы очень трудно убить их. Аура нежити была смыта с трупов божественной крови, и вокруг них был след энергии духовного бога, которой было достаточно, чтобы оказывать давление на обычные формы жизни. Это не было вызвано разницей в силе, но скорее давление, которое оказывала жизненная форма высокого уровня на жизненную форму низкого уровня, было подобно давлению слона на муравья. Второй слой царства истинного духа. Они были во втором слое царства истинного духа. Эти 18 трупов божественной крови просто стояли там, как 18 статуй. Даже Кларк с его могущественной силой не мог не испытывать страха к ним. Не нужно удивляться, эти 18 ребят не люди, они просто марионетки, которых я сделал в свободное время. У Чутяня было безразличное выражение. Казалось, что трупы божественной крови для него были развлечением, сделанным на досуге. У нас нехватка сил, поэтому я принес их. Я думаю, что они будут немного полезны. Трупы божественной крови были трупами, в конце концов. Для них было невозможно иметь жизнь. Трупы, особенно трупы, переработанные как марионетки, не имели жизненной энергии и не имели сознания, даже их души были уничтожены. Поэтому их можно было транспортировать через космический склад. Хорошо, у нас нет больше времени, немедленно отправляемся. Чутянь не объяснил всего. Когда настанет рассвет, нежить ослабнет, и мы отправим этих ублюдков в вечное объятие бога пустоты. Да. Убьем их. Убьем. Местные жители были полны боевого духа. Эта битва была не только очень важна для Зеленого города, но и имела большое значение для Чутяня. Если бы Чутянь смог привести всех к победе и решить этот кризис, это значительно увеличило бы его статус в Зеленом городе. Возможно, никто не сказал бы ничего, если бы он был повышен до официального городского лорда. Вперед! На рассвете. Армия Зеленого города отправилась в путь. Чутянь уже зафиксировал позицию Лича. 100-тысячная армия покинула Зеленый город и быстро двинулась в сторону долины. Эти сотни тысяч человек родились в лесу хаоса, поэтому они не будут идти через лес в боевом порядке. Они разделились на бесчисленные команды и быстро бросились через лес, двигаясь к цели. Деларес повернулась и крикнула Чутяню: «Иссохший лес впереди!» Чутянь кивнул: «Будь начеку». Иссохший лес — это лес, загрязненный энергией смерти. Так как этот лес уже был пропитан богатой энергией смерти, не было никаких признаков живых существ. Здесь погибло несколько сотен тысяч местных жителей, и это место уже стало сценой, от которой все живые существа приходили в ужас. Маленькая лиса издала предупреждение. «Будьте осторожны, впереди много нежити».
Почти в одно и то же время рев распространился по всем направлениям. С этим ревом бесчисленные горгульи упали с неба, как орлы, бросающиеся на добычу. Это плохо. Это горгульи. С марионетками религии нежити было трудно иметь дело, не говоря уже о том, что на спине каждой горгульи были некроманты. Когда горгульи обрушились, из леса раздалось много жалких криков. Эта внезапная атака явно застала их врасплох. Когда первая волна неожиданных атак закончилась, были слышны тяжелые шаги, которые сотрясали землю. 5 мерзостей вели за собой более 10 тысяч упырей, густо выбегающих из леса. Они уже давно ждали. «Чёрт!» — прорычал Арнольд. «Откуда так много нежити?» Глава 430. Жестокая битва. Тело вождя Арнольда извергалось духовной энергией, и эта богатая энергия превратилась в форму огромного быка. Источниками духов племени Минотавров были разные формы быков, а духом Арнольда был Золотой Король-бык. Золотой Король-бык был очень сильным демоном. Этот исходный дух не только увеличивал силу, защиту и взрывную мощь, но и самое важное, что Золотой Король-бык был двойным демоном. Он не только атаковал и защищал призывателя, но и имел редкие духовные способности. Легенды гласят, что Золотой Король-бык мог убить добычу своими глазами. Это была способность, известная как смертельный взгляд. Конечно, суть этой атаки заключалась в очень сильном психическом шоке. Источником духа Арнольда был Золотой Король-бык, поэтому он обладал природными талантами Золотого Короля-быка, но жаль, что духовные атаки бесполезны для нежити. Этот вид монстра может быть убит только при полном уничтожении. Когда Арнольд отдал свой приказ, несколько сотен элитных членов клана Минотавров одновременно выпустили своих исходных духов, которые были несравнимо сильными формами быков. Их исходные духи полностью покрывали их тело, создавая впечатление, что несколько сотен гигантских быков появились там, где были минотавры. Низкий грохот сотряс лес, распространяясь по всей округе. Несколько сотен быков одновременно ринулись в атаку. Земля и все деревья дрожали. Минотавры полагались на свои мощные тела, чтобы атаковать, и куда бы они ни шли, все было растоптано. Будь то большие бревна или валуны, все они были разбиты в щепки. Они двигались очень быстро, и зомби и упыри перед ними не смогли отреагировать. Они только видели, как несколько сотен разноцветных быков бросились вперед, превратившись в гигантскую волну, наводнившую большую часть леса. Кости были разбиты, а кожа была разорвана на части. Зомби и упыри были такими же хрупкими, как бумага перед минотаврами, и их всех отправляли в полет. Мощное наступление минотавров — это была сила, которую невозможно остановить. Чутянь был очень удивлен этим. Эти быки действительно обладают такой силой. Хотя у этого парня Арнольда нет мозгов, его боевая сила очень хороша. Делорез пришлось признать это. Наступление минотавров было слишком сильным, поэтому большая часть главных сил армии нежити была сосредоточена вокруг них. По крайней мере, 20-30 некромантов верхом на горгульях бросились вперед, чтобы блокировать минотавров. Ключом к силе минотавров были в их телах. Но даже самые сильные тела в руках некромантов все равно могли мгновенно превратиться в гнилую плоть. Тем не менее, когда некроманты сконцентрировали свои различные заклинания для атаки, Кларк и несколько карликов направили своих орлов, чтобы помочь. Атаки, подготовленные некромантами для минотавров, были снесены жрецами зеленой религии. Сила карликов исходила от бога леса, поэтому это была чистая жизненная энергия, которая была совершенно противоположной энергии некромантов. Группа Кларка уже подготовила несколько сильных защитных заклинаний, которые могли бы блокировать атаки некромантов. Самоуверенные карлики. Убить их. Карлики и некроманты сражались в воздухе. Орлы карликов не могли сравниться с горгульями, не говоря уже о том, что их было меньше. После того, как они закончили несколько раундов, они оказались в невыгодном положении. Окаменяющий свет жреца-некроманта ударил по одному из орлов карликов, и эта энергия проклятия мгновенно распространилась, превращая живое существо в безжизненную скульптуру. Карлики быстро спрыгнули с орла и послали зеленую стрелу в воздух. Горгулья использовала свои крылья, чтобы полностью разбить стрелу, созданную из жизненной энергии. Умрите. Горгулья под управлением жреца-некроманта превратилась в пурпурно-черную тень. Когда он собирался разбить голову карлика одной атакой, внезапно из пустоты появилась ворона и пронзила грудь некроманта. Некромант в шоке крикнул: «Шаманское колдовство!». Раздался звук разрывающегося тела. Бесчисленные вороны вышли из груди и рта некроманта, мгновенно превратив его в груду измельченной плоти. В этой битве шаманы прибыли на летучих мышах, но их колдовство было бесполезно против нежити. Однако против некромантов, контролирующих горгулей, это была очень опасная сила. Жрец-некромант сердито закричал:
Этот мусор Марс все испортил, на самом деле под ним было столько повстанцев. Лу съехал на спине гигантской колдовской летучей мыши. Без лишних слов был выпущен большой красочный рой ядовитых насекомых. Это было похоже на радужное облако, которое быстро распространялось вокруг них. Это была колдовская техника шаманов. Хотя горгульи не боялись, но некроманты были живыми существами. Они были хорошо осведомлены о методах шаманов и не могли их блокировать, поэтому они не смели подходить. Карлики использовали стрелы, чтобы один за другим сбивать горгулей. В это время битва в лесу стала намного интенсивнее. Армия нежити была явно создана совсем недавно. До этого они были местными жителями, но из-за загрязнения энергии смерти они превратились в ходячих мертвецов. Эти нежити были намного сильнее, чем когда они были живы, но у них не было разума. Ни одна из их предыдущих техник или боевых искусств не сохранилась, поэтому было невозможно заблокировать армию Зеленого города только зомби и упырями. Но в это время 5 мерзостей бросились вперед. Эти 5 мерзостей не могли сравниться с той, что они убили вчера в Зеленом городе. Но они все еще были в 4-м слое царства истинного духа. Теперь, когда 5 штук вышли сразу, это была очень большая проблема. Некроманты собрали большое количество горгулей, упырей и зомби вокруг мерзостей, сформировав 5 разных отрядов. Поскольку мерзости могли выпускать ядовитый смертельный туман, они могли защитить своих союзников, нанося вред любым живым существам, приближающимся к ним. Из-за этого с ними стало сложнее иметь дело. Деларес сомкнула брови. Демонический бог верит, что теперь наша очередь сделать ход. Несколько сотен призывателей религии демонического бога использовали свою технику призыва, и перед ними появилось несколько сотен духовных форм демонических зверей. Хотя духовные формы демонических зверей были слабее своих оригиналов в различных аспектах, им не нужно было бояться обычных атак, поэтому они ринулись вперед, не боясь ядовитого облака некромантов. Но призывателей было недостаточно. Их было слишком мало, чтобы остановить столько противников. И когда битва была в полном разгаре, произошло другое изменение. Звуки взрывов доносились издалека, и образовалось большое количество темно-красных и черных облаков, словно они падали с неба. В небе появился несравненно большой энергетический массив. Масштаб этого массива был огромен. Как будто он покрыл все небо. Это плохо. Лус начал двигаться быстрее. Скорее всего, церемония была завершена раньше времени. Этот энергетический массив не был на своем пике, но этого было все еще достаточно, чтобы разрушить Зеленый город. Это плохо. Перед нами слишком много нежити. С мерзостями, охраняющими их, мы вообще не можем атаковать их основные силы. Темно-красные облака распространились по небу, а часть распространилась по лесу, где они сражались. Каждый мог чувствовать ужасающую энергию, собранную в облаках, но они могли только наблюдать, как они приближаются. Бабах, еще один громкий взрыв, черная полоса грома упала с облаков. Гром обрушился прямо на духовных демонических зверей. Одного удара было достаточно, чтобы уничтожить нескольких демонических зверей, но это было только начало. Все больше и больше черных раскатов грома падали с небес, и каждая из них была наполнена сверхмощной энергией смерти. Он превращал живых существ в нежить, а если он попадал в нежить, это увеличивало их силу в геометрической прогрессии. Выражение лица Деларес стало еще мрачнее. Это плохо, мы, скорее всего, проиграем этот бой. Чутянь покачал головой и сказал: поистине бесполезны, мне все еще приходится делать все самому. Лис, твой выход. Маленькая лиса выпрыгнула и превратилась в серый туман, появляясь в небе на несколько сотен метров над землей. Затем он телепортировался еще несколько раз, достигнув точки, где его голова почти коснулась облаков над головой. Белоснежное тело маленькой лисы можно было не заметить в огромном количестве облаков. Но с легким вздохом он заставил небо течь как река. Это наполнило облака несравненной энергией, когда они начали течь к маленькой лисе. Темные облака, испускающие гром смерти, мгновенно исчезли без следа. Чутянь использовал побег пустоты, чтобы атаковать нежить. Большое количество горгулей и осада упырей были бесполезны для Чутяня. 18 фигур следовали за Чутянем, двигаясь со скоростью, не уступающей ему. 18 интрупов божественной крови испускали свет, и они были похожи на 18 бронзовых статуй из темного золота. Одна атака ладонью. И горгулья была разбита вдребезги. Нежити низкого уровня превращались в пыль, как хрупкие горшки, ползая перед интрупом божественной крови, словно муравьи. До тех пор, пока интрупы божественной крови выпускали свой свет, нежить в нескольких футах вокруг них была уничтожена. Шаги интрупов божественной крови были несравненно ровными, не имея ни единого изменения, не будучи затронутыми атакой вообще. Чутянь был очень доволен силой интрупов божественной крови.
Это был очень хороший шанс похвастаться и продемонстрировать, насколько сильны эти парни. Чутянь отдал свой приказ интрупам божественной крови. Оставив только 3 из них, чтобы защитить себя, остальные 15 были разделены на 5 групп по трое. У них у всех была одна цель — мерзость. Чутянь контролировал эти трупы интрупов божественной крови, чтобы убить мерзостей, каждая из которых была окружена тысячами нежитей. Это было почти невозможно сделать. Мерзость была очень сильным монстром, не говоря уже о том, что она была окружена большим количеством упырей и горгулей, защищавших ее, как могли к ней подойти всего 3 интрупов божественной крови. Чутянь был очень уверен в своих марионетках. Это были боевые марионетки, созданные из крови духовного бога, и их силу нельзя недооценивать.